Здорово, здорово, ребят. Ну чё, мы продолжаем сегодня проходить Dark Souls 3. Значит, я здесь вот открыл срезку. Прошел вот так вот все это дело. Оббежал по закоулкам, пособирал. Ну, в принципе, ничего такого интересного я прям не собрал. У нас, ну вот здесь вот я по прямой пробежал. И там, где вот у нас ходит мужичок, кто-то шарашит серьезно стрелами. Так что там придется сейчас пробегать. Если я не ошибаюсь, то там должен быть босс впереди. Мальца задел меня, ничего страшного. Ладно, но с этих ребят ничего не упадает. Еще вот здесь вот где-то написано, было, по крайней мере, типа прыжок какой-то нужно сделать. Но я, короче, не буду рисковать, потому что я не знаю, что там за прыжок, может это обманка вообще. Ладно, нам нужно вперед. Там впереди много всяких мобов шарухается. Сейчас мы их будем потихонечку выманивать вот сюда к воротам. Вот, видишь, что происходит? Там кто-то лупит стрелами. Доброго времени суток. Здорово, Вольфут. Так, меня маленько задело. Ну давай назад. Ну быстрее вставай. По-моему, там двоих завалило, да? Да, а чё меня-то? Ты давай вон и плачь. О, одного пришпандурило, так сказать. Еще двоих. Почти. Подождем их тут. Этот не успел до меня добежать. Причем меня дамажат и за этими воротами тоже. Эх, не успела стрела в него попасть. Ну ничего. Вот этого давайте, какой-то борзый, по-моему, чувак. Давай, ну мочи его. Хорош. Так, давай, пока, короче, между стрелами есть перерыв. Давай попробуем посмотреть, что тут есть вообще. Воу. Так, что тут лежит? Давай бегом. Да какой лут? Я не вижу ничего. Твою мать. Давай бегом. Все, наконец-то я эту херню перед глазами убрал. Блин. Плохо дело. Надо бы там еще оббежать. Метко стреляет у нас. Чекист. Ну давай еще раз. По идее, мне вот в эту дверь, вот в этот дверной проем. Но хотелось бы... Та-та-та-та-та. Хотелось бы все осмотреть по-быстрому. Успел вроде. Так, вот тут у нас что-то валяется. Пепел. Какой-то пепел, я не знаю, я не успел прочитать. Твою маковку шарашит, как этот. Давай, ну быстрее. Я думаю, что там еще какой-то закуток есть. Или мне кажется. Эти не выбраться-то нормально. Ну и все, короче, в принципе, туда я не полезу уже. Потому что там верная смерть, мне кажется. Надо, чтобы стрелять перестали. А это, наверное, в каких-то других случаях надо сделать. Я добежал, короче говоря, по прямой. Вон там, вот с той стороны, там у нас мужик встретился.
толстый с первой части такой. Вот, он говорит, что чтобы вот эту вот стрельбу прекратить, надо кого-то там замочить на вот этой башне. И типа для этого что-то надо. Что для этого надо, я так и не понял. Нам нужно как-то до туда на лифте добраться. Как это сделать, пока непонятно. Мы пойдем, короче говоря, до босса. О, неплохо. R0 Сека. С гигантом договориться надо. А как с ним договориться? Я правильно, если понимаю, то надо типа добежать по прямой и направо. Там завалить босса и, возможно, как-то подняться наверх. Больше никаких я гигантов не встречал. Вау, я чуть вместе с ним не улетел. Давай. Ну еще разок долбани ты по нему. Да, главное, я его не мог задеть, а он меня запросто. Так, сейчас давай, кровотечение сойдет. Потом побежим, короче, обратно эту толпу все выманивать. В общем, задача сейчас туда попасть, вот в этот дом. Вон там еще что-то валяется. Но что-то очень не хочется рисковать туда лететь. Блять. Давай, всех отсюда надо выманить. Твою мать. Это будет интересно, походу. Чуть не подох. Надеюсь, там перед боссом будет какой-нибудь какой-нибудь костер. Но никто не хочет долбануть стрелой. О, сколько народу полегло сразу. Лишнего. Так, еще парочка. Ну вот мужик этот с молотом меня больше всех интересует. О, -1. Прямо и этого охнет, бродягу. Все. Я думаю, что можно уже бежать. Так, у нас вот еще тут вот злой. Хера долбанула. Так, спокуха. Надеюсь, через текстуру эта штука не лупит. Договориться с гигантом. Где взять этого гиганта? Чтобы хоть как-нибудь с ним договориться. Так, тут прыгать надо. Да, у меня и лечилок-то не осталось уже. Зашибись, добрался. Вот. Большая коса. Давай посмотрим улсет. Как она вообще? Из себя что представляет? Так, ну по урону она явно просаживается. Так, сколько раз ударить могу? Раз, два, 3, 4, 5. Если бы ее, короче говоря, поднаторить, то было бы здорово так. Раз, два, 3, 4. Ну, на 4 примерно раза у меня. Ну, он тупо лучше сильнее бьет. Ну, потому что у него заточка уже +2. Так, ладно, погнали, короче говоря, смотреть, что тут есть. По идее, отсюда уже явно никто не должен по мне шарашить. Теперь можно выдохнуть, так сказать. Вот здесь бы
вот эту штуку взять. Интересно, что там вообще лежит. Ну, это риск, конечно. Либо в пропасть свалиться, либо просто ничего не получить нормально. Монстр. Но если я не ошибаюсь, босс впереди. Но только с 3 хилами что-то, по-моему, делать-то там нечего. Кстати, ну вот он. Вот он стоит. Впереди отсутствует иллюзия. Но вот здесь вот срезка. Я помню эти ворота. Это срезка, короче. Тут у нас внизу, да, ходит бабка. Ходит собака. А где все-то? А, вон они. Да, и вот тут, короче, тоже у нас есть костерок недалеко. Ну, нормас. Если что, я просто сейчас, короче говоря, посмотрю, что за босс, как его замочить и все такое. И потом уже можно будет через срезку к нему ходить. Может помочь факел. Поэкспериментируем. Вот так вот. Ну-ка, ходи сюда. Сейчас мы тебе это расскажем, кто к чему. Тут еще мобы мешают его будут. Мешать будут его лупить. Ну давай, догоняй. О. Так, чтобы у нас босс не сагрился. Давай-ка мы тут немножко приспешников его покрошим. Да, вот этот. Ай-яй-яй. Вот этот дядька, ты серьезно? Ай-яй-яй. Блин, я не переключился. Я не переключился на Этус и долбанул еще смолы. Вот жопа шинка. Так. Слабое место босса — это вот эти вот яйца. Попасть бы в них нормально еще. Я ему яичко одно разлохматил. Тихо. Красота какая. Так, давай еще ему появится. И все, да, мне хана. Нормас. Угу. А теперь по нему урон не проходит, да, я так понимаю? А так тоже нет. Надо, короче, смотреть, где у него яйца еще свисают, чтобы бить по нему. Может, по руке пройдет? А, ну и все, мне хана. 2400 душ. Да, в принципе, не очень-то много. Где же у него еще яйца искать? Давай-ка мы переместимся поближе к срезке. Это у нас, по-моему, вот тут. Да, подножие. То ли по руке его потом лупить, когда у него яйца лопнут, то ли хрен его знает. mr.тостер. Чё-то какой-то он ни о чем. Да хрен его знает, тоже, видишь? Его надо знать, куда лупить. Потому что у него проблема в том, что ты ему, когда яйца сносишь, других мест для удара-то не появляется. Вот в чем забава. Я ему куда-то луплю, а он живее всех живых. И у меня к тому же смола закончилась. Я уже, наверное, не надеюсь души свои забрать, потому что, ну, не получится.
Давай-ка мы эту лишку полупим тут. Всякую. Я не знаю, просто он убьет их, нет? О, а вот он и ожил. МР.Кост. Влияется на спину. Так, он сам своих, короче, чуваков убивает. Ага. Сучок еще и кататься умеет. Так, давай-ка яйца мне. И на пределе. Я недавно проснулся с ночью. Блять. Мне не подобраться к нему. Короче, по-моему, самый адекватный момент. Бля. Да ну и нахер. Что-то он лютый какой-то. Были яйца на спине, но видишь, он же катается еще по этой спине. Вот в чем проблема. Короче говоря, походу надо к нему прямо напрямки лететь сразу же, чтобы ему прижаться к его яйцам, как бы не пафосно это звучало. Вот. А потом их стараться быстренько расхерачить. Там надо думать. Но там еще другие чуваки мешаются. А ты говоришь то, что ни о чем. Да нет, он веселый сейчас походу будет. Он чем-то вот этого демона напоминает. Который тоже прыгает сверху. Который тоже душит. Хуяси, даже 600 душ собрал. Так, давай сначала так бежим. Кинопредира. Яйца судьбы. Ну да. Это будет яйца. Яйца порока. Так, давай. Оп. Все, удары не проходят. Я его не вижу в большинстве ударов. Вот. Ну вот, допустим. Маленько я ему яйца вот как-то... Тихо. Маленько я ему яйца расколотил, а дальше... Куда его убить-то? Вот тут какие-то яйца. Но, так по ним попасть. Вот так. Блять, я и в лаве стою. Ништяк. Слушай, ну уже лучше. Надо ждать, пока он пригибает свои яйца к спине туда. И добивать его. По идее, сейчас он покатиться должен. Вот так вообще удары не проходят. О, подожди. Яйцепад начался. Тут бы, конечно, магия вообще не помешала вот прям стрелять по нему. О, я, кажется, еще пачку яиц вижу. А ямба? Не, мне не дотянуться. О, что-то попал чуть-чуть. Куда-то. Я, блядь, просто половину не вижу, что происходит. О, может по руке его, кстати. Блядь. Кстати, у него, по-моему, на каких-то клешнях, по-моему, тоже яйца растут. Вот здесь работает. Вот она, рука. Так, текаем. Ага, зацепил, сучка.
Короче, сейчас яйца явно не в приоритете. Надо руку зацепить. Блять, одна. Во-во-во, держи ее на месте. Пардон. Блять. Ваншотищая рука. Ну почти ваншотищая. Половину она у тебя сшибает. Ничего, сейчас немножко пострадаем и будет все бенч. Бля, смола бы была. Чуть-чуть бы побольше бы урона он впитал у меня. Но ему осталось где-то четвертинку так-то. mr.тостер. Ну, почти одолел. Почти, да. Но он же бесноваться начинает, руками махать. Тяжелее добраться. Ну, тут и этим хорош то, что меч длинный. Короче, надо побыстрее пробираться ему туда к яйцам, упираться, так сказать, в них носом. И пускай он своих гавриков сам разносит. Давай, 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 чтобы он, короче, перешел на вторую пару побыстрее. Так. Теперь надо поискать. О, сейчас мы его тут ебнем. Нет, не ебнем. Теперь рука. Вот. Стой, блядь. А, да ты, сука, драная. Да, вообще просто полжизни. Ну и все, и он нахуй добил меня. One хп, ебать. Давай, лечись, лечись, лечись. Да, у меня эти с одной штуки осталось. Давай, руку. Блять. Не дает подойти к себе, каракатица ебаная. Короче, у него таких клешни 2 штуки. Валерьян красавец. Здорово, Валериан. Тебя, наверное, расставкой не поменено. Подожди, блядь. Подзапильника он неплохо отвешивает, сука. Я не успел даже похилиться. Ну, хаотично, короче, этими клешнями машет, походу надо за них заходить. Но там тогда ударять некуда его. Там просто спина и как бы все. Я вот что думаю, может шмотки снять? Сейчас попробуем его в этих портках замочить. В теменниках. Они же галифе. Ну, галифе немножко по-другому выглядят, но, короче, вы поняли. Маневренности нужно побольше. Щит, по-моему, мне тоже не пригодится. Давай-ка мы вот так попробуем. Но щит надо, чтобы наготове был. Все. В принципе, тут я так понял, то, что надо пошустрее прыгать в разные стороны и на мужика, короче. Ну-ка, давай, иди сюда. Покажи мне свои яйца. Покажи пиратам сиськи. Готов. Так, теперь текаю. Я вот себя не вижу.
Ну, видимо, нет. Зачем? Я думаю, мы полетели. А, вот. Теперь мы полетели. Слушай, а давай бутонки соберем. Ну так просто. Так. Как говорится, ты хоть пукни, дорогая, что мне дырочку найти. Сейчас мы к нему подберемся. Вот там какие-то ячишки болтаются. Нет, не то. Вот туда бы мне. Нет. Подожди, вот по руке бы, нет? Так, ну по руке, слушай, с двух копыт ему неплохо прилетает, так. Так, Зорька, стоять, прыгать будет. Ты что встал-то? Ну-ка сядь. Во-во-во. Слушай, нахлобучил я его. Сейчас он мне, по идее, должен нахлобучить. Сука рваная. Нет, все, валим. Давай, раз, два. Пока хватит хилов. Четвертинка куры осталась. Ну, по-моему, тут не вариант яйца искать. Надо, короче, ждать, пока он руку положит. Так, стоп, стабильненько она полежала. Ёб твою мать. Колобок драный. Во-во-во. Сука. Короче. Мне стамины не хватило, чтобы долупить, чтобы у него эти яйца лопнули. И тут он меня поймал. Ну, короче, понятно. Мувсет его ясен надо теперь закрепить, короче. Сейный результат. Да. Только в таком, короче говоря, раскладе его можно завалить, когда ты, короче говоря, шустрый. Щит тут явно не поможет. Ты должен быть шустрым, короче говоря, меч с двух рук, чтобы побольше ему дамага наносить. Ну и, короче, кувыркаться и лечиться. Вот и вся любовь. Я говорю, он очень похож на демона, с которым ты раза, по-моему, сколько там, 3, по-моему, в первой ДСке встречаешься. Ну, в самом начале, потом ты к нему возвращаешься, чтобы, так сказать, отомстить. Когда тоже жопой на тебя плюхается. Такой же, короче, босс. В таком более яичный какой-то. Так, ребят, в сторонку. Мне нужны его яйца. Так, давай, падай. Падай. Вот тут какой-то яичишка у него там скрывается. Серьезно? Меня, короче, в каких-то тентаклях там заживал, и он на меня жопой плюхнулся. Прикардас. Я летел уже мертвым. Ну и душем, соответственно, тоже бородка пришла. Ну ладно, там 1500. Я так понимаю, это вторая чисто фаза у нее только начинается, когда вот вы под пол с ним проваливаетесь. И больше ничего, в принципе, по идее, быть-то и не должно. Ну, типа третьей фазы. Надеюсь, что ее нет. mr.тостер.
Вниз долетела только тушка. Да, да. Вся в говне. Со штанами коричневыми сзади. Тут как раз на белом фоне хорошо будет видно. Да серьезно, блядь? Чё за хуйня? Он снова решил крутануться и сваншотить. Пидор грязный. Кстати, а в первой части у него труселя были. А сейчас штаны до колена. Видимо, за цензуру подрезали. Хиды такушку. Ладно. Я думал углем воспользоваться. Чтоб побольше жизни было, но... По-моему, не стоит. Хотя угля, в принципе, достаточно. То есть фактически в данный момент то, что у меня сейчас в жизни показывают, и гораздо больше. Это типа неполное количество. Блять, я не попадаю. Сука, ну серьезно? Меня эти ублюдки вокруг него убивают теперь. Я хуй знает, ты хвалить, что ли? Ладно, попробуем максимально их захерачить. Ну-ка, сколько получится? Поковырялся, подразобрался, как тут магию, вообще как вот магия работает с этими фляжками, какой замес. Ну, в смысле, какие изменения. В принципе, все понятно. Все понятно, спасибо, не надо. Как-то с мечами и щитами попривычнее было. Давай, щит, короче, попробуем сейчас вот этих клоунов повыманивать. Есть кто? Никого. Ну, допустим. Так, один. А второго согрел. Короче, босс неудобен тем, что ему еще помогает. До свидания. Прям в шею. Неплохо. Да, блядь, ты заебал отходить. Мудень ебучий. Давай на опережение. Вот как-то вот. Сука ебаная. Неужели? Да, живым он не добрался. Давай вот этого мы подождем. Все-таки удобнее будет с ним биться, когда не будет посторонних. Вот так вот. Бэкстепчиком. Старина бэкстеп. Так, если я в принципе промахнусь, то скорее всего он начнет активничать. Поэтому давай-ка мы вот так вот. Вот этого товарища сейчас поднимем. Ты беги, беги. Не стесняйся. Прям в жбан его. Да, даже живым тоже он не наверется. Ну и можно, в принципе, рискнуть вот так вот, короче. Там их двое. Угу.
В колено ему попал. Неплохо. Живым он не дошел. Так, а вот в этого опасно сейчас стрелять. Мы его подождем просто. Стрел до хрена я тут купил, по-моему, где-то пятихатку. Так что можно забавляться, сколько влезет. Ну и все. Все, пойдем яйца бить. Иди-ка сюда, красавица. Яичишный. Ни одного удара не попал. Все. Минус яичины. Давай, падаем. Я уж думал, я не провалюсь. А нет. Провалюсь. Так, ну и что? Ждем, да. Подходящего момента. Вот, ща бы он в меня попал. Вот. Угу. Так он до меня достает. Стой, стой. Да, блядь, я не успел. Я вообще ничего не вижу. Что происходит? Где я вообще нахожусь? Ну, то, что надо оттуда убегать, это факт. Половинку я ему снес. Давай-ка мы полечимся. Ждем опять, собственно, подходящего момента. Вот, давай-ка яйца свои сюда. Вот. Хорош. Все, лечимся. Раз, два. Все, теперь можно убегать. О, пока он там жопой прыгает. Подождем, понаблюдаем. Что делать будет? Зловещий руку свою удается до мной. А давай в сторону. Вот, типа того. Надо, чтобы руку положил. Тут вообще ничего слабого нету, кроме белых рук у него. Причем только, по-моему, они меня убивают. Сейчас еще крутиться будет. Нет, нет. Короче, когда он в луже сидит, мочит свои. У него рука впереди находится, по идее. Так, сейчас рукой будет махать, по-любому. По-любому. Вот. Махи руками. Ну, попотите, блядь, немножко так, твою мать. Я не знаю, где он сейчас задел. Я особо не заметил. Снова четверть осталась. Тут урод. Ну, определенно проще, когда рядом народ выстреливаешь. Они хотя бы не мешаются в начале. А то и они могут замочить. Примерно так. МР.Тостер. Чё-то я накаркал. Так вот. Я говорю то, что он будет непростой. Это типа один из первых боссов по факту. Ну, которые могут жопу надрать. Будут еще веселые ребята.
Но это один из первых. Так, пока тот ходит, давай-ка мы вот этого согрем. О, вдвоем идите. Ну ладно, пока пойдет. Давай, 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 давай. Ну смелее, ёб твою мать. Ну они, короче, специально ходят, чтобы я туда к ним подошел. В эту оранжерею, блядь. И он меня мочить начал. А тудым-сюдым ходишь, чтобы тебе стрелять было неудобно. Хидетака, сука, все подсчитал. Любое дерьмо. Сзади. Чуть долбанул меня. Сучонок. До свидания. Кстати, по-моему, в первой части нельзя было прицеливаться и ходить одновременно. Если я не ошибаюсь. Вон, и тот тоже пошел туда. Кругами ходить. Давай мы вот этого заодно согрем. Парочки мне хватит, да, я думаю, пока. Давай. Второй. Давай, второго. Ну давай, 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 давай. Ладно. Стамину съебывает. А удар какой, а? Замашистый. Все, до свидания. Давай вот этих двух. Эх, не попал. Но, кстати, какая-то в этом тема есть, типа то, что может, блин, ему в яйца шмальнуть. Попробовать просто. Вдруг получится. Ну точно. Там потом следующий босс будет, который сам себя, короче, планирует. Там тоже весело. То есть сначала тебе надо и клона завощить, а потом его. Если я правильно мусс этого понял. Ну-ка, яйца. Давай вот так вот, повыше. Чпок. Да. Тут яйца его становятся нечувствительными. Ну, полетели, чё. Все, подходим. Блять, ну задел. Задел, и я попал на 1 эссес. А чё бы и духа не поднять? Коля не рядом тут. Ну давай, давай. Хуя ушел я от него. Так, вот его. Нет. Когда в лужах сидит рука, у него тоже, блядь, не двигается. Я так понимаю, атаки у него рандомные. Так, а вдруг у него еще где-нибудь яйца появятся, а? Может, типа не стоит мне? Но я сейчас вообще не понял, откуда у меня давак прилетел. Может, они еще откуда-нибудь откроются, скажем так. Надо типа подождать, просто покувыркаться. Угу. Когда он так идет, он свою руку кладет, и мы ее лупим. Только надо быстро к ней подойти.
Ну, блядь. Попади хотя бы раз. Угу, чуть не поймал меня. Да будет победа. Отлично. Я не против, чтобы победа была. Давай. Ой, ёбак. Да давайте, текай быстрее. Блять. Короче, самая жесткая атака, когда он тебя рукой сносит. Это минимум полздоровья. А то и больше. Ну, на первой фазе определенно все верно делается. А вот на второй, по-моему, что-то вот как-то не то. Что-то, по-моему, я делаю не так. Он типа гораздо быстрее должен ложиться. Да не ты мне нужен, чел. Мне второй нужен. Вон тот. Так, ладно, он сам подойдет. Этого давайте сюда. И вон то. Угу. Ну чё, все готовы? Давай. А бэкстейбовца с одного раза убивается. Вот что говорится. Удар в спину животворящий делает. Давай, вот тебя. Как раз пока все осмелятся подбежать. Будет нормас. О, попал. Ну ладно. Забег на мобу. Кто быстрее? Сука, этот попал. Ну, нормально. Так. Погнали. На яйца. Избушка. Повернись ко мне. Передом, а клету задом. И немножко наклонись. Все, погнали наверх. Ой, назад. Угу. Вот, так вот, вот таким макаром он и ваншотит меня. Все, полетели. Давай, душонки заберем. Спокойненько так. Косточка возвращения. Блять. Ну, да он тупо не дал к себе подойти даже. Причем рукой, если я не ошибаюсь, он мне сейчас дважды подряд ударил. Но тут, естественно, я даже не успел бы ничего делать.
Хер знает, может я жадничаю тупо, и надо, блин, по чуть-чуть у него урон вливать. Ну, типа, не торопясь, руку положил, подошел, раз ударил, откатился, все, жди. Так вот что же может быть, правильно? Кстати, по-моему, тот чувак даже до меня добегать не успевает. Каких-то, по-моему, можно и не убивать. Мужчина, здравствуйте. Я чуть-чуть не попал. Ну-ка, о. Ну его второго там же нет. Нормально, всех согрел. Так, они отъехали, забавно. Давай. Пойдем к избушке. Просто думал, вдруг можно немножко подсхитрить. Но нет. Блять. Да серьезно, я добить даже нахуй не успел, твою мать. О, блядок, мать твою. Ну, хотя бы первую фазу. Вообще без базара. Гнида какая, а? Короче, наверное, может быть, не лезть лучше к нему первое время. Он больно буйный становится. Сейчас мы, короче, наверное, попробуем все-таки рядом гавриков вот этих стоячих пострелять, а боковых вообще не трогать. Потому что они тупо до меня не успевают добежать. Вот этот вот. Этот. Серьезно? Серьезно, блядь. Че-то беда какая-то. Пошел нахуй, когда я делаю бэкстебы, я неуязвим. Давай еще. Вот этих вот двух. По идее, вот эти только боковые мешаются.
Сейчас попробуем. Все, и текаем, короче, отсюда. Блять, и он меня задел тоже. Я не успел отбежать. Козлина меня долбануть успел. Сам сдох. Блять, это как вообще работает? Так, пойди. Нет, ты сюда. Вот, я тут дотянул. Ну, чуть-чуть дотянулся. Но если он сейчас решит покатиться, то... Он не пизда. Привет, Алла. Колен воспитан, когда вы говорите. Вот. Прилетело. Я понял, что по лапе надо его мочить, но... Я пока не совсем успеваю вот в эти вот движения. По спине уже все там, по-моему, разбивать у нее нечего. А-та-та, где я вообще? Кидаться надо. Давай-ка еще, наверное. Сошел с рельс. Руки как правда. Ща бы магией его нашмалять, было бы прикольно, конечно. Ну вот прям туда. Теперь ждем, по идее, пока он руку не положит. Вот так вот. Так, он делает 2-3 шага, кладет руку, и мне надо до нее успеть добежать. О, разлог тюльком. Все, не будем больше жадничать. Надо валить. Ай-яй-яй. О, слушай. Сошел. Нет. Иди в эту шуйду, она не опасна. Сейчас, подожди, не могу прочитать сообщение. А что попугай говорит, я не слышал. Рука лежит? Блять, я не вижу, нет, не лежит, походу. Ну а тут его взять не за что. Ага. О, блядь, ну если бы я не лежал тоже одновременно вместе с ним, я бы ему сейчас как раз по яйцам вытреснул. Ну, сейчас тоже не варик подходи. Давай. Правую руку. А какая у них? А, вон там. Бля, туда дойти надо. Во, вот это вот. Ну и пизда ваншот. Иди в кифу и бей, она не опасна. Иди в Акишу. Вот что такое в Акишу, это, конечно, вопрос.
правая лапка, ну, я так понимаю, правая рука, и не по белую пеленку руку, там опасно. Короче, правая рука, типа, ты имеешь в виду по правой руке лупить, а по белой руке, типа, не стоит, она, типа, опасная. Ну, если я правильно понял. Это понятно. Но по правой, по белой руке тоже можно долбануть пару разков, когда она лежит. Не совсем пока окошки второго... Сошел с рек. Братан, наверху иди по стене и сразу бей по лапу, потом по колено и тогда во животе. Наверху где? Именно как только бой начинается? Перед боем. Сошел с рек. Жди молодам, он лапку положит на землю и тогда бя. Ну тут явно по стене я не смогу никак пройти. Значит, только на второй фазе. Сошел с рек. Справа по стене обеги. Да я уже там бегал, он меня херачит в основном. Это надо еще умудриться, чтобы в тебя не попал именно возле стены. Если возле стены себя зажимать, то у тебя нет пространства даже хотя бы назад отпрыгнуть. Так что это чревато последствиями, скажем так. Сошел с рек. Убей один моб там и сразу к боссу справа. Я вот не знаю, пока я еще не определился, сколько штук надо убивать, чтобы они не мешались. Но в прошлый забег мне вот этот справа помешал. Он ставит на землю. Это понятно, что он ее ставит. То он бывает ее поставит, тут же убирает, либо тебя ваншотит просто сбоку этой же лапкой. Так что не все то золото, что блестит. Он редко ее ставит на землю. А мобов лучше высекать всех, кроме вот этого. Тот еще более-менее не успевает добежать. А вот этот мне косяков напорол в прошлый раз. И бит мобов можно не убивать. Меня даже мобы мочили уже несколько раз. Я их просто не убивал, и они меня забивают, пока я до его яиц подбираюсь. Это проблема. Давай сейчас попробуем вот этих двух не убивать. Давай, избушка, избушка. Повернись ко мне. Передам Аклетузана. И немножко... О. Видишь, о чем я тебе говорил? А ты говоришь, мобов не убивать. Они меня сейчас залупят просто, вот тут и все. Смотри, я сколько жизни просто так потерял. Придется лупить их. Я и так щит уже давно не использую. Блять, нахрен он его пнул. Я вот себя не вижу. Готов. Так, ждем руку. Дважды я ему яйца отбил. Блять. Плохо. Я не удрал. Оп. Оп. Повернулся. А гнида какая. Блять, он добил меня. Кто знал-то, то, что он еще 4 раза подряд бьет. Сука, глумная. Херачит своей культяпкой, блядь, без остановки. Братан, вниз по животе бей краткое, когда срубил на спину на руку и в колено. Вниз по животу бил, ну бей, ну так да. Да.
так и получается на спину, когда он падает, на руку и по колено. Так у него, по-моему, вообще типа ему по конечностям удары не проходят. Я пробовал ему по рукам, по ногам мочить. По спине явно не вариант. Я пробовал по рукам и ногам ему мочить. Там тоже, короче говоря, чревато ваншотом, либо просто хотя бы он тебе половину сносит за один удар. Сошел с рев. Короче, в животе бей и последно. Там очень опасно заход. Я не знаю, в принципе, он, если мне подворачивается по животу его вхерачить, то почему бы нет? Так, давай мобов вообще не трогать. Просто для эксперимента, еще раз. Четко. Встаем ему между ног. 3 удара, 4 ему надо нанести. Раз, два. Тут же мне достается. 3, 4. Мне прилетает 2 подачи. Больше, чем 2. И я потерял 2 эстаса. Заебись. Вообще нахуй. Шикарно. Я лучше буду мобов добивать. Пизду. Лучше аккуратно расстрелянные мобы, чем я без эстаса. Не, по рукам ему вообще урон не проходит. Зато он ими может хорошенько напинать. О, слушай. Там какие-то ячишки были. Да, ну сюда вообще не вариант подходить. Нет. Заваленная попытка по-любому. Во-во-во, вот тут вот куча яиц появилась. Бля, лечиться нечем, а? Сейчас мне культяпкой своей как наебнет. Я не вижу. Ни хрена не вижу, что происходит. Спасибо. Показали, где я нахожусь. Блять, ну, ему 2 подачи осталось. Ну, 3 максимум. На петушечке вот ему осталось-то. Нашмылять. Падла, и мазаться нечего. Если был бы смазан клинок чем-нибудь. Сошел с рев. Ты не понимаешь, если срубишь сразу по животе, то он падает вниз со много хп. Если срубишь сперва на лапку и по колено, тогда во животе вниз мало хп. Остается убить. Я на лапе вот это вот яйцо вообще что-то поймать не могу, где у него окно появляется. То есть он только вот эту лапу ложит, блядь, я пытаюсь по ней ударить, и он тут же меня лупит этой лапой, ну я не знаю. Короче, сколько раз пробовал, мне по лапе вообще не получается. Если у меня по лапе не получается, и тогда и колено я тоже поймать не могу. Сейчас мудиться у него слабые точки искать, это какой-то пиздос, по-моему. Я сейчас тут с ним засяду еще часа на 2. Но я, конечно, сейчас еще раз попробую поискать именно, Алексей как Романов. ты говоришь. Уголь в конце юзай. Чтобы подохнуть, и уголь просто так пролетел. Надо, я думаю, определиться вообще с мувсетом этого слева. чувака. Справа по стене иди, стоит ОМОН, лапку положит на землю. Справа по стене. Ну давай попробуем.
Что, всех сюда, наверное, да, позовем сразу. Так, что-то я увлекся. Давайте, мужчины, смелее. Ну, давай. Какие застенчивые, а. Мне вот этот нужен. Чуть-чуть. В принципе, боковые вот эти вот чуваки, которые посерьезнее мобы, они особо не опасны. Главное, в их сторону не удирать. Так, давай, пробуем еще раз. Сошел с рек. Надо анимацию проебьет, тогда уровень такой. И никогда анимацию, если не захочешь. Все, текаем. Так, давай вот это вот. Я первое вижу. Там ему сюда насмоляем. Блять. Так, ты, говорит, убери руку свою. Урод. Сошел с рек. Если снова начинаешь. Ты, говорит, справа по стене иди. Во-во-во, погоди. Тебе надо убирать. Справа по стене относительно чего? Вот так вот все время вдоль стены правой стороны бегать. Я вот не совсем это понимаю в момент. Вот, стой. Блять, вот я не успел сейчас. Снова не успел. Вот. Чуть-чуть. Готово. Последняя подача ему осталась. Ну не сюда. Где бы ему долбануть-то? Положи свои яйца нахрен. Куда бы ему щелкнуть-то? Блять, урод, а? Не вижу вообще, что происходит. Наконец-то. Блять. Вот как? Кто из нас, блядь, помер? У нас у обоих ХП кончилось. Я, короче, умер, победив босса. Шикардос вообще. Ёбаный мидетаки, блядь. Гниды, а какие? Но у меня добавили жизни немножко. Сошел с рек. Убил, зачитывается спока. Не факт. У меня в первой части тоже такая херня была. Мы с этим, как его... Там, где два босса... Да, походу зачитали то, что я его завалил. Сейчас посмотрим. Может зажечь факел? Как мне сюда-то попасть? Теперь. Засчитать-то мне его засчитали. Я бы хотел там внизу побегать. Как-то можно до туда добраться? Или все уже, пиздец? Там костер, типа. Если я упаду вниз, я расшибусь. Это по-любому. Короче, в первой части там есть два босса. Сошел с рек. Никак. Там Смоук и Орштейн. По-моему, так их звали. mr.тостер. Как о том видео, где два боксера друг друга вырубают. Тут так же. Типа того, да, получилось.
Сошел с реф. Если душа у тебя, то не прыгай вниз. Если душа у меня, то прыгать вниз не стоит. Душа у меня. А как же там костер зажечь? Там что-то валялось еще. Но я, наверное, я вниз не смогу спуститься. По камням как бы это не увидит. Это покойник стопудово. Бля, вот печалька. Наверное, Медитаки на это не рассчитывал, то что вы как два боксера друг друга вырубите просто. А, блядь. Сошел с реф. Убирайся тогда. Ну и ладно. Впереди, кстати, призрачная стена. Сошел с реф. Потом будешь вниз точка, но очень позже. Да? Но я все равно типа вниз попадаю. Окей. Давай тогда приоденемся хоть как-нибудь-то. Голубая мантия акрилика. Сошел с реф. На и тот арену будешь помогать Сирис, но очень потом. Я так понимаю, Сириус это какой-то босс DLC, если я не ошибаюсь, да? Там, наверное, уже ни хрена не останется к тому времени. Кстати, а где бабка? Тут бабка была еще. Так, мужики. Вы что творите? Блять. Ты чё, паскуда, душный-то такой? Потому что я щит не поставил. Вот здесь отсветочку открыл, крысу здоровую замочил. Сошел с реф. Сирис появится в храм до хранительницы скоро. Угу. Будем ждать, как говорится. Вон там чел опять сам себя выпилил. Я так понимаю, там, где мы сейчас... Сейчас, подожди. Сошел с реф. Не ленись. Если у тебя титаните, то прокачи меча. У меня нет титанита. Я не ленюсь. У меня его нету просто. Да плюс 2 он у меня прокачан. Я так понимаю, то, что вот потом насчет Сирис ты говоришь, мы вот здесь будем с ней ходить, да? А нет, смотри-ка, не здесь. Ну, я бы тут побывал, кстати сказать. Сейчас, короче, мы идем вперед, там спускаемся на лифте, где я жирного встретил. Он говорит, там надо что-то, чтобы с каким-то великаном договориться, чтобы он не шмалял стрелами. Но этот лифт едет не наверх, как надо, а он едет только вниз. Сейчас будем юзить локацию. Сошел с реф. Около иди тут по мосту и открой дверь. Иди наверху и заключи мир со великаном. Как с ним заключить мир? Лифт наверх не едет. С толстым я уже поговорил. Вот тут только один. С великаном. Там мужик только один сидит перед входом вот в эту церковь. Сошел с реф. Наступи кнопку и беги, приедет другой лифт для верху. А толстый мне говорил, то, что надо что-то поджечь, чтобы это работало. Сошел с реф. Читай. Так. На кнопку я надавил. Тянем рычаг. Он единственный тут. И этот же лифт у нас, да? Едет сверху.
Сошел с реф. Наверху на ступени тут. А. Ну давай попробуем. mr.test. Цель великан. С великаном не возьму. Ну давай. Наступаем. Вот он типа доехал до низа. Теперь надо что, на кнопку нажимать или рычаг дергать? Ну, рычаг не работает. Давай на кнопку. Погоди. Вот это мы нажимаем. Бля, ну и рожа у тебя шарапов. Так, вот эта вот штука приезжает. Вот, теперь мы на нее встаем и едем. Да, теперь вот, все, я понял. Сошел с реф. Посередине пифа есть площадка, там прыгается и будет локация. Сошел с реф. Да, залез на лифта. Так, давай посмотрим, что у нас тут вообще есть. Вот. Душа. Душа это хорошечно. Давай дальше искать. Впереди святой, но ах, печаль. Ну да, печаль. Вот этот, короче, мужик у нас шарашит по этому. По площади. Впереди отсутствует враг. Давай. Кто ты? Заключить мир. Я тебе помогу. Молодая белая ветвь. Кстати, вот эти вот ветки я собирал. Я тебе помогу. А, и все, да? Ну, помогай. Я-то что, я не против. Ну и все, я так понимаю. Там на островке, короче, какая-то штука валяется, надо ее достать. Это. Роскошный вид. Ну да, прикольно. Я так понимаю, эти помехи в ушах сейчас вороны создают. Надо, короче, сбегать вниз, там на островке валяется какой-то предмет. Хотелось бы его взять. Сошел с реф. Иди на кладбище, там забери пепел и отдай продавцу в храме купи ключ. За 1500 душ и скажу, где дверь. Пепел? А как он выглядит? Где-то тут у меня угольная смола. Сошел с реф. На костра обвешен мосты на кладбище. На костра обвешен пи. Мост и наклад. Что такое обвешен пи? Пепел я где-то собирал. Вот, пепел гробовщика, он есть уже. Надо в храм огня этот пепел нести. Потому что я там бегал тудым-сюдым. Сошел с реф. Обвешенный мост. Подвесной. Это называется подвесной мост. Сошел с реф. А пепел у тебя около. Это я уже собрал. Давай сейчас мы, короче, вернемся назад. Там еще валялся какой-то предмет, который меня интересует. Как бы подняться-то туда? Сошел с реф. Тогда иди в храм и отдай бобру. Тогда будет ключ. Я не знал, что забрал пепел. mr.toaster. Обветшалый, наверное. Подвесной, я думаю. Так. Надо как-то вот наверх туда. Стой. Не дадут мне там подняться. Надо вот именно до костра добежать. Все равно тут все зареспавнились 1000 раз.
Где же тут костер-то поблизости? Ой, я вспомнил. Блять, нет, не вспомнил. Все, пизда мне. Сейчас весь паровоз меня догонит. Давай, 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 топи. Все, я добрался. Что, блядь? Я не понял даже, от чего я умер. Я почти добежал. Мне просто нужно было с этой крыши сраной спрыгнуть и все. Так, окей. Сейчас сначала этот какого. Заберу то, что хотел. Не тут. Вот он, обвешалый мост. Сошел с рев. ХП. 0 у тебя. Угу. Сейчас мы косточку заюзаем, сейчас все будет. Сейчас мы вернемся в храм. Нет. Сошел с рев. На бешеной мост души заберешь. МР души. Колени сломал и умер. Как в Южном парке было у Кайла, когда он себе яйца поставил, по-моему, в колени, чтобы быть негром и играть нормально в баскетбол. А вот, ну, вместо коленных чашечек себе яйца подставил. Ага. Теперь эта штука работает не против меня. Она теперь шарашит от этих ребят. Давай тогда их всех позовем сюда. Дружно. Вот. Тут даже немножко фармить можно. Давай пособираем, что выпало. Сошел с рев. На кладбище прыгай на остров и забери поста. Так я туда и иду. Тут я, в принципе, уже все обобрал. Да. Разогнаться и... Оп, вот так вот. Горящий осколок кости. Что это такое вообще? А, где он? Мусор. Косточка возвращения. Вот он наверху. Сожгите в костре храма, чтобы исцелить Эстус. О, слушай, так это полезная штука. Она типа хилки мне добавит. Поебись. Я не зря бежу. Ну ништяк, чё? Так, ну и все, в принципе. Все. Давай в храм. Кому ты там говоришь, пепел надо отдать? Чтобы ключ получить. За 1,5, кстати, которых у меня нет. Сошел с рев. Эти кости зажигаются на кострах храма, когда пьешь Естаси, больше лечишься. Ну, я прочитал об этом уже. Как раз у меня тут 7 штук Эстуса, но еще к тому же. И мы его поправим маленько. Сошел с рев. Что забери тут, где умер? Где я там умер? А, точняк. Я, наверное, тогда... Ну, может, и заберу. Да, нахрен, я лучше по-быстренькому нафармлю. Так, кость, по-моему, надо вот так сжигать, да? Горящий осколок кости сжечь. Угу. Это с +1. Окей. Сошел с рев. Там до костра умер да бабулю.
Да это ладно, там душ-то ерунда. mr.тостер. Сашо Срев, ты прям навигатор. Ну так надо думать столько раз игру пройти. Так. Пепел. Вот этот вот. Кому отдавать? Про него же тут ничего не написано, правильно? Вот этот. Служанка в храме создаст новые предметы. Ага. Это вот служанка. Сашо Срев. Пепел отдай продавцу и купи ключ. Сашо Срев. Бабулю продавец. Вот это бабуля. Кстати, непонятно, она бабуля вообще. Но вроде как, да, вроде седые волосы. Да, это бабуля. Срев. Слушанку. Служанка. Передать пепел. Дать пепел гробовщика. Я все верно делаю? По-моему, да. Потому что другим, я думаю, вряд ли можно что-то отдать. Потрясающе. Передай ко мне этот прекрасный пепел. Да превратится пепел всех в твою силу. Надеюсь, новые товары придутся тебе по вкусу. Ну-ка, ну-ка. Чем бабуля нынче барыжит? Комок, ну это она продавала уже. Порошок для починки. Сашо Срев. Да. Угольная смола. Ну это оружие зажигает. В принципе, так немножко впрок можно купить такую штуку. Но не думаю, что прям она очень важна. До босса еще следующего добраться надо. Кстати, по-моему, следующий босс у нас вообще к огню не восприимчив нормально. Если я не ошибаюсь. Так. Сашо Срев. Братан, дверь в канализацию там до Криски, не знаю, там ходил ли. Да, крыс мочил большую, там где большая одна крыса и где-то около 5 маленьких, да, я это убивал, связку там открыл. Это я вот вчера после стрима этим занялся, 2 советские открыл. И этот, как его, пробежался, посмотрел, с NPC побазарил. Ну и в принципе все. Больше ничего такого я не делал. А что там у нее такого прям хорошего-то появилось? По-моему, ничего. А, вот. Ключ за 1,5. Могильный ключ. От канализации поселения нежити. Угу. Но мы сейчас попроще сделаем. Сашо Срев. Да точно, да, большая Криску, там дверь иди. Ага, вот этот ключ до 1,5 штуки, короче, вот эту дверь у нас откроет, да? Ну давай. Так, мы ничего продавать-то и не будем. Все полезно. По-моему, тут. Да, тут. Там первая получается дверь, если заходить со стороны мужиков. Сашо Срев. Там до костра из перводушия забери, тогда залез в канализацию. Вот здесь, где я помер, да там, наверное, брать-то нечего. Там душ-то, блин, с гулькин нос. Причем они... Да нет, они не исчезли. Я чуть выше, да, подал? Ну там, кстати, еще что-то валяется. Давай попробуем поднять. А, вот они где. Ну, 500 душ всего. Никогда не забирай.
Так, не сюда. Вот тут. Вот тут какая-то... Бля, я не долетел. Сошел с рев. Но иконку закрывает души, и я не смогу увидеть, были ли души или нет. Ну там какая-то штука валяется. Блять. Я последний раз, короче, пробую. Нет, пизду, я не буду это брать. Как-нибудь в другой раз. Сейчас мудиться с этим всем. Погнали. Посмотрим, что за дверь. Ну, какие жирные крысы. Сошел с рев. Там монеты не потребны. Я у этих крыс получил кольцо для этого, против кровотечей. Так, дверь не здесь. Она вот тут. Нет, не тут. Какую монетку? Могильный ключ, да? Посмотрим. Что там есть? Угу. Набедренная повязка. Ну, я думаю, это фигня. Молиться в статуе Велки. Если я не ошибаюсь, короче... ну попросить отпустить грехи, это ты если кого-то ударил, NPC там и так далее, то это такого. То это тебе отпускается. Там лут на площадку, где хотел запрыгнуть. Я его потом, если что, возьму, сейчас не буду им говорят. Я запомнил, где он лежит, этого достаточно. Проклятие может быть снято за 300 ну понятно, это короче у меня просто порозка хп вырастет, и обратно типа можно уголь не юзать. Сошел с рев. Спасибо, но и это тут дорого. монетку, там тупая. Где тут монетку, там тупо. Я не понимаю, что за монетка. Где она находится? И нужно ли вообще это? Ее обязательно прям брать? Красная алебарда. Ну-ка, ну-ка. Такое себе. Кто-то где-то булькает ногами. Понятно. Тут прям целый склеп, короче. Ну, спасибо, хотя бы они обратно, как эти, не собираются. Сошел с рев. Да и тот статую убираешь уродливость из себе, но 104 700 душ и не стоит убирать уродливость после 2 смертей, ты изгнал уродливый будешь. Вау! Так, подожди. Эта статуя убирает уродливость из себя. Короче говоря, я так понимаю, если ты накосячил, как это было в первой части, то ты, короче, подходишь к этому мужику, ну или вот к этой статуе в данный момент, и она у тебя проклятие снимает. То есть, короче говоря, если ты ударил какого-то NPC, ты подходишь к этой статуе, платишь деньги, и она тебе снимает все твои косяки, типа, и на тебя никто не агрится из лишних людей, NPC, которые бы не хотели, чтобы агрились на тебя. Это понятно. Такое было в первой части, плавали, знаем. Я один раз там Андре ударил, и мне пришлось заплатить 44 500. Так, не стоит убирать уродливость после 2 смертей, и снова уродливый будет.
Ну, это понятно, то, что, короче, я буду, типа, все время подыхать, и нет смысла платить 3 косаря, чтобы проще уголь заюзать, потому что у меня его там до хрена, я его ни разу не использовал. Как бы такое количество жизни, в принципе, мне пока достаточно. Душа путешественника. Ну, я хотя бы теперь знаю то, что куда можно, если что, если я вдруг кого-нибудь тресну, кого бы я не хотел бить из NPC. Я хотя бы знаю, куда идти, чтобы грехи свои замаливать. Окей, понятно. Если я не ошибаюсь, я сейчас должен, по идее, выйти внизу, где у нас мужики с горшками падали. Осторожно, сзади. Понятно. Сошел с рефа. Сказал тебе, сними шляпу и смотри на лицо персонажа. Какую шляпу? У меня вот уже как бы шляпы нету. Какого персонажа лицо смотреть? Персонажа лицо, статую, шляпу снять или что? Угу. Там, где у нас бабка падала. Стоять! Стой! Хорош. Сошел с реф. Я устал, братан, просто сними шляпу. Какой шлем? У кого снять шлем? Давай назад я вернусь. Хотя мне все равно назад возвращаться. Ну вот лично для тебя я могу вернуться прямо туда. Прямо вот к этой статуе, если я правильно понял, что ты пытаешься мне сказать. Вот у нас статуя. Какой шлем? Сошел с реф. Не нужно до статуи. Да куда нужно? Какой шлем снимать? Я не понимаю. Я подожду пока. Чтобы круги не нарезать лишний раз. Объясни, какой шлем, для чего снимать? Сошел с реф. Тут сними шлем, для увидишь свое лицо персонаж. Я уже без шлема. mr.toaster. Он хочет увидеть, какой ты красавчик, наверное. Наверное, я не знаю. Я уже без шлема. Вон даже подсветочку тебе. О, так даже ближе. Кстати, по-моему, глаз вообще нет теперь. Глаза вытекли. Тум-тудум, тудурудудум. Короче, побегу я туда, пособираю лут всякий, все равно обратно возвращаться. Сошел с реф. Одел какую-то шляпу синенькая, как так нету шлем. Это волосы, чувак. Я когда персонажа создавал, волосы ему пришпандорил такие. И шапочка у нее, точнее стрижка у нее под горшок. Вон я тебе открываю инвентарь. Тут пусто. Нету тут ничего не одето. Он просто уебанный. mr.toaster. Это у него волосы такие. Сошел с реф. Тогда сними всю броню из щита. Зачем? Я еще не добил. Впереди атаковать без осады.
Ну и все тут, в принципе, брать-то нечего. Сошел с рев. Около волос. Все, тут брать больше нечего, можно отсюда валить. Кстати, тут проход же, да, вперед. Сошел с рев. Ты увидишь свое тело зато. Так я знаю, то, что я опустошен практически. Зачем его смотреть просто? Я вижу то, что он как скелет. Душ у меня нету. Если я использую пепел, то он будет более-менее. Просто к чему это все? Осторожно, жестокое избиение. Давай-ка мы обратно оденем то, что есть. Так, и все, тут тупик. Угу. Ну, тут, возможно, крыса какая-то. Хотя тут прям показывается то, что с ними очень жестко кто-то бился. Сошел с рев. Вот я полетел от 4700 больше, снова будешь красавчик. Понятно, почему тут жестокое избиение. Сошел с рев. Я не знал, что ты знаешь, как делать. Так. Блять, я отвлекся. Так правильно, сколько раз-то я умирал. Естественно, я уже понял то, что я полностью практически опустошен. По количеству жизни видно. Да и по иконке, кстати, вот с этого с правого, ой, с левой стороны иконка, вот там видно, насколько ты опустошен. Она типа горит ярче. Талисман святого. Давай почитаем, что это такое. Кстати, у меня этот какой? А, мне нужно 6, чтобы прокачать меч. Талисман святого. Предмет для создания божественных чудес. Талисманы из слоновой кости получают только клирики женщины. На них эффективно и значительно влияет вера. Талисман довольно хрупок, но не уменьшает упорство. Сзади поговори с Арицарета. Подожди. Талисман довольно хрупок, что несколько уменьшает упорство, даруемое навыком предмета. Навык непоколебимая молитва. Временно увеличивает баланс на время создания чудес. Ну понятно, вот что, в принципе, талисман вот этот вот, что священный колокольчик клирика. Мне типа все равно этой штукой не хватает веры, по-моему, этой штукой пользоваться. У меня типа есть одно чудо, я за 5 душ купил, как бы, но не вижу смысла им пользоваться. Если бы я за мага что-то лупил, тогда, понимаю, то талисман бы можно было бы пользоваться. А так. Давай посмотрим, что наверху. А, я тут тоже был, только с другой стороны. Когда ты к лифту подходишь, короче, там, где вот циркушка, там лифт и все такое, если уйти в правую сторону, там мужик сидит на обрыве. С ним, когда поговоришь, уходишь еще правее, там баба сидит, закрытая в темнице. Вот я туда сейчас пришел. Все понятно, короче, я понял, где я нахожусь. Вот оттуда я заходил, а тут баба. Давай, откроем сразу. Мало ли. Может, она дикая какая-нибудь становится. Ах, чемпион. Впереди печаль. Впереди несчастная душа. Давай. А, кто там? Там кто-то есть? Ау. Ах, прошу, мне все равно, кто ты. Коснись меня. Эта темнота повсюду. Она пожирает мою плоть. Маленькие существа. Не кусает и кусает. Прошу, вытяни руку, коснись меня. А, да, коснулся. Ах, да, я чувствую. Так близко, да.
Да, деточка, да. Значит, я все-таки еще не одна. Моли милосердных богов, мольба. А, ну она мне эмодзи дала. Спасибо. Ах, прости меня. Я Ирина и Калима. Меня привезли сюда, чтобы сделать хранительницей огня. Твое прикосновение вырвало меня из рук тьмы. Это ведь ты чемпион, да? Я слаба, я не могу хранить пламя. Но если это не доставит тебе слишком много хлопот, может, я могла бы тебе служить? Принимаем услуги. Спасибо тебе, я принесу обед. Я Ирина из Карима. Торжественно клянусь служить тебе. Короче, теперь она, я так понимаю, появится в храме огня. Ну, там мы с ней и поболтаем, если что. Вот, я про этого мужика говорил. Так, ну и все, в принципе. Теперь можно идти вот строго вот сюда. Вот прямо вниз можно идти. Бля, я опять наверх. Надо вниз. В принципе, в этой локации, по-моему, я все, что надо, уже сделал. Тогда пробегаем вот так. Все, лифт уезжает. Нам нужен другой. Сошел с рев. Говори снова с рыцаря, не слушаешь меня. Сошел с рев. Первый разговор не зачитывается. Вот с этим рыцарем надо еще поговорить. Тебе захотелось тебя спасти, не так ли? Как оригинально, жаль тех, кому помочь нельзя. И чё? Ну что ж, мне все равно надоело за ней присматривать. Я Эйгон, рыцарь из Карима. Я буду твоим союзником, пока ты не будешь охранять ее, но не дольше. В чем дело? Мои условия просты. Я буду твоим союзником, пока ты будешь охранять ее, но не дольше. Понятно, он повторяется. Короче говоря, если что, я могу его призывать, пока баба у нас тусит в этом храме света, если я не ошибаюсь. Понятно. Да сколько примерно? Троих уже я могу призывать. Где-то так. Сошел с рев. Иди вниз с лифта и там прибеги серебряного и сзади двери костюм. Тогда иди наверх и прыгай там на площадку. Вниз лифта, там пробеги в серебряном и сзади задней двери костер. Тогда иди наверх и прыгай там на площадку. Я посмотрим, где прыгать. Ля, какой борзый, а. Обморожение. Бля, я сейчас отъеду. Да серьезно. Он убил. Сошел с рев. Е-е. Так, побыстрее бы, когда туда дойти. Сошел с рев. Ех, братан сказал, прибеги означает, что имел в виду, что погибнешь. Прибеги означает, что имел в виду, что погибнешь. Надо замочить эту собаку. Я будем пробовать.
Все равно душа в нее. Так. Да, все правильно. Все правильно, я иду. Что-то как-то, по-моему, когда я тут бегал, было меньше NPC. Точнее, не NPC, а мобов. Ладно. Сошел с рельса. Откройдер, он не достигает Киби, когда открываешь дверь. Сошел с рельса. Посиди на костра, тогда убивай, не дури. Да, блядь, не дают они добежать до костра этого ебучего. Я по спидраням, вон чувак пропал. Все, отстали они от меня. Нихера, он всей толпой идут. Этот вниз едет, бля. Короче, светлый едет наверх, темный едет вниз. Сошел с рельса. Он убивается Салу. Стои сзади двери и стрела, и он там не заходит. Сейчас я так попробую завалить его. Один хер там костер рядом. Сейчас мы эту псину задушим. Падла. Алексей Романенков. Пробеги и босса, открой дверь, таи костер, и можно с улицы из лука. Да, я понял. Но хотелось вот прям попробовать. Прям попробовать взять и вот по прямой завалить. Но это же не босс, это просто моб. И его можно завалить просто так. Я вот прям вижу, то, что ему чуть-чуть, буквально 1-2 удара остается. Бля, это пиздец. Вся кодла тут нахуй. Сейчас они тут подрассосутся, чтобы по мосту пробежать. Просто пиздец. Все в тебя летит. Сухари со всех сторон. Ты смотри, какие. Сошел с рельса. Понял, номер 2, хочешь по-трудному, но тратишь время на пусто, зачем? Не знаю. Так, это не тот, по-моему. Да, это не тот лифт. Сошел с рельса. Как потеряешь почувствуешь. Да, у меня и так было немного. Почему хотелось бы по-трудному? Потому что по-простому будет как бы слишком легко. И о том, то, что надо, типа, блядь, к трудностям привыкать, потому что же потом будет еще хуже. Надо учиться сложных мобов мочить. Потом сложнее будет. Ладно, окей. Он меня уже бесит. Бежали напрямую.
Я тогда потом с ним пободаюсь. Кстати, того жирного я тоже, который ходит по Алексей кругу. Романенков. Там от костра заходи и бей. Жирный, который ходит не так далеко отсюда, ходит по кругу, я его завалил. Сошел с риф. Ах, и ты по-легкому не сможешь, шаптаешься по-трудному, как и тот понять. Как понять? Вот так понять. Я потом это попробую вне стрима. Просто пиздает какой-то вообще. Я потом мне в стриме все-таки поковыряюсь, на этого урода научусь валить. Просто чтобы хотя бы уметь его убивать. Кстати, почему-то постоянно какие-то помехи слышатся. Ощущение, как будто радио работает. Может, это вороны там какие-то, типа а-ля эффекты звуковые. Ну, вот так вот, типа, его и надо убивать. Это понятно. Сошел с риф. Из серебряного получишь топовой ледяной меч на обморожение накидывает. А где этот серебряный меч надо быть? У него? Да, в жопу его. А, он еще не подох. Угу. Давай посмотрим, что за меч. Может, его даже сейчас будет уместно одеть. Да нет. А чем его прокачать? Что для этого надо? Сошел с риф. Сай тот меч проходил игрушку до концу, он качается с мерцалки. Но я знаю, где находятся всех ящерки и сразу качаю меч до +3, а мало дальше и на +5. Угу. Так-то он мне по статам в принципе подходит. Пока он слабенький. Сколько раз я могу ему ударить? Раз, два, три, 4, 5. Чуть получше, чем длинный. Ящерок я пособирал уже, кстати. У меня только один мерцающий титанит. Чалька. Мне пока этот меч не заточить. Ля, как ты его по попке наказал? Я сам в шоке. Но я все равно попробую мне в стриме с ним пободаться, просто, ну, если он будет оживать. Он же будет оживать. Бля, это походу единственный, да, кто не воскресает.
Из больших. Бля. Я хотел с ним порубиться. Сколько нужно, чтобы... Сколько нужно мерцающего титанита, чтобы закалить этот меч хотя бы на +1? Чтобы мне кондры не бегать. Хуя какой борзый. Стимущалный тот этапе хорош, не нужно прокачки. А у него урона меньше. Так-то. Сашо срев. 15. 15 мерцающего титанита. Бля, я такого буду до конца игры собирать. Кстати, обычный титанит на самом деле падает часто. Сашо срев. Куда пошел, иди на лифт и там на площадку. Камень утрат. Сашо срев. Ранкол локацию. Я еще какую-то локацию пропустил. Погоди. Обратно на лифт? Сашо срев. Надо помочь Сигварду, и там 2 топовые кольца заберешь. Ну, Сигвард это у нас толстый мужик такой, на луковицу башка похожа. На Чиполлино. Первая часть. Яся Плестер. Вот. Да. Джозеф Лестер, hello. Так. Дальше куда? На самый верхний этаж? Сашо срев. Посередине лифта площадку. Мне еще раз наверх подниматься? Я так понимаю, ты имеешь в виду, когда лифт поднимается, нужно вовремя прыгнуть куда-то. И типа ты попадаешь в какую-то хрень, короче, да? Алексей Романенков. Вверх не доезжай, выпрыгивай. А с какой стороны? Право, лево? Сашо срев. Да наверх и потом обратно, и смотри, где площадку есть. Ну давай сейчас покатаемся, посмотрим. Угу. Короче, где он? Сашо срев. Площадку к двери. Площадка со стороны дверей? Блять. Сраные лифты, нахуй, а. Сашо срев. Я как сверху сраться, боже мой, стою на самом краю лифа, ты смотри вниз.
Так, давай, короче, сейчас сначала этот вызовем. Ну, поехали. Сейчас еще надо умудриться. С какой стороны-то площадка это будет? Вот с этой стоять, если мне смотреть. Вот сюда упираться. Или вот сюда упираться. Если я правильно понял. Сошел с реф. Иди медленно на лифта. До краю. Угу, вот эта площадка. Я поторопился. Сошел с реф. Да к двери. Я поторопился. Сейчас попадем. Сошел с реф. Туда. Ну, такая же херня, короче, как я прыгал в первой части. Там, как к ворону попасть, то же самое примерно надо сделать. Только там ты, блядь, не все 2 жизни теряешь сразу. Так, совершенно не деформирует. Получилось, короче говоря, добраться. Я хотя бы не подох, и то спасибо. Сошел с реф. Ты до черепашку 5 раз уликачал. Да. Черепашку я 5 раз заюзал. Так, и все. Не пропадай так, я даже разноволновался. Но благодаря тебе меня посетила гениальная идея. И разгадал загадку этого непостижимого устройства. Иногда я начинаю себе сомневаться. Я поднялся вверх на башню, как мне казалось, а потом каким-то образом оказался здесь. Не уверен, как так получилось. В любом случае, видишь вон там здоровое такое чудище. Я не трус, рука моя тверда, но при взгляде на него у меня мурашки по коже. Так что хорошенько подумай перед тем, как отправиться туда. Сошел с реф. Демон полубосс помогает Сигварду, но беги далеко, он сам убивает демона. Нет, ничего не выйдет, он слишком горяч. Придется поработать головой, подумать. Я бы мог попробовать образумить его, но нет, ничего не выйдет, он слишком горячий, он повторяется, короче. Он сам, короче, да, получается, этого босса убивает. Достаточно просто пробежать как-то вперед. А самостоятельно, наверное, я так понимаю, смысла нет его мочить. Косточка возвращения. Ну, хотя бы на лифт мне не придется прыгать. Привет, друг Лайк. Болгария, привет. Здорово, Даман. Спасибо за лайкос. Угу. Да не получится. А где это чудовище-то?
А, вот оно что. Это у нас какой-то полубосс, да? Мне мужик-то это точно поможет. А то я сейчас ломанусь в драку. Команд 72, здоров и с Новым годом. А то я сейчас ломанусь с ним биться, а мне никто не помогать не будет. Что-то не похоже, что мне кто-то собрался помогать. Ага, ну окей. Команд 72. Ты все мучаешься. Сыграть. Спасибо и тебя с наступившим всех благ. А тут мучений-то на самом деле никак. Особенно ты, если играешь первый раз. Ну-ка, давай попробуем лупануть по нему. Нет, надо было подождать. Но теперь уже поздно. Я Сигвард, рыцарь из Катарины, сражаюсь на твоей стороне. Что-то не хочется к этому демону лезть. Он какой-то лютый. Я смотрю, Сигвард его особо тоже не везет. Ладно, пусть они там пока рубятся, я вам там пособираю что-нибудь. Глядишь, он половинку не может Команд снесет. 72. Я в многие Souls-like игры, а вот в Dark не играл. Так как кроме Dark Souls только Bloodborne и Sekiro больше игр нету. Ну вот Elden Ring сейчас 6-я выходит. Так, ну все, тут подбирать-то больше нечего. Короче, кроме вот здесь вот одна штучка. Большая дубина. Ну, спасибо. Не надо. Он так будет долго его, походу, Команд мочить. 72. Есть Remnant from Ashes. Нам тут From Ashes. Это, по-моему, кстати, Хидетака тут ни при чем. Сошел с рев. Там 3 точки, вот братан стоит вокруг. Я покажу. Мне так подтверждение. Команд 72. Да, собственно, пушка. Ну тут недавно, кстати, этот ремнант раздавали в этом, в Epic Game. Но я, естественно, взял. Чё ж нет? Сошел с рев. Солнце, стрела и подруга, они О, подвели. а я стреляю. Северный шлем, доспех, перчатки, штаны. Команд 72. Это разработчик Bloodborne. Разработчик Bloodborne и этого Sekiro, Bloodborne. Это Хидетака Миядзаки, который сделал 3 части Dark Souls. Он же выпускает еще и Elden Ring, который скоро будет. Команд 72. Танк в кооперативе можно играть. Ну, частично, кстати, можно в кооперативе играть и в Bloodborne, и в этом. О, не пизда. Сошел с рев. Секир служит разработчики. Серьезно, блядь? Взял меня, захуярил. Я был не готов, то что Сошел с рев. Мидзаки. Мидзаки. Я был не готов, то что толстый просрет, короче, эту битву. Сейчас попробуем еще раз, я не знаю, сработает ли это.
Если это не одноразовая акция. А как, блядь, я опять забыл. Я опять забыл то, что там лифта этого нету. Сошос рев. Зачем не стрелялся лука по Димоню-то мало помогает. Лакированные. А постреляй. Если это дадут еще делать. Просто он бился с этим, с Чиполлином, а потом херак и на меня прыгнул. Я уже думал, не стоит им вмешиваться в их дискуссии, так сказать. К тому же ты сказал, то, что он сам его убьет. Сошос рев. Он редко погибает, но ты не помогал ни раз. Но ты сказал, то, что он сам его убьет. Я думал, то, что он действительно его сам убьет, и мне типа не надо его. Эльден Рингс еще. Elden Ring я вот себе по предзаказу взял. Ждем, когда выйдет. Конец февраля. Кстати, если я не ошибаюсь, там ожидается больше кооператива. Сошос рев. Из крышу стрела из лука. Повелитель Буль, пронзающий щит. Шмотки мужика. Сошос рев. Он сам убивает, но так получилось. Ну вот, но он сам его не убил. Этот чувак убил меня. Точнее, этот босс убил меня. Дали мне какой-то... Вот это вот. Что это за пушечка такая? Команд 72. Времена мы троем играли, но я думаю, и больше игроков можно. Надо будет попробовать. Команд 72. Можно. Так, ну этот меч хотя бы дамажит получше. Если уж на этого босса лезть, тогда хотя бы с ним. Сошос рев. Стои тут и стреляй. А постоим. «88, 87, ну короче говоря, Сошос щит рев. херовый. Сними более пол хп. Тогда бейся меча. Катаринский доспех. Он много весит, нужно быть танком, чтобы его таскать. А вот северный доспех, ну тут вообще беда. Это какая-то херня, короче. Он сейчас будет там за костром гулять просто, да и все. Угу. Вот так вот, короче, это и работает, да? Так надо было вообще Чиполлино туда не допускать. Он как NPC подох, и мне потом еще могут предъявить, наверное, за это дело. Надо было просто взять и самостоятельно этого босса застрелить просто с лука и все. Это даже не босс, по сути. Нахер мне к нему лезть с половину хп отснятым, если я так его просто отсюда завалить могу. Вообще совершенно не получая урона. Огненный самоцвет. Ну вот и вся любовь. Пока никаких колец нету.
Сошел с реф. Зато стаилу прокачит пони до +3. Вот этим огненным самоцветом. mr.тостер. Пойду попью минералки с сухариками у компьютера. Держу в курсе. Отлично, держи. Мы будем болеть, наверное, за тебя. Так, откуда? Вот отсюда я пришел. Давай изучать Локу. Она маленькая. Но, возможно, тут есть что-то полезное. Сошел с реф. Твой меч заточен на огонь до кузнецу. Пилюля из красных жуков. Кстати, я читал такую фигню, то что типа вообще далеко не лучший вариант затачивать мечи на урон огнем в третьем Dark Souls, потому что в основном по боссам не проходит урон огнем. Ищи фото, заберись. Красивый череп. Ну вот в этот коридорчик там. И отсюда я пришел. А. Вот это мог. Стопудово, да. Тихо, тихо, ну ты еще упади туда. Вот это вот, что такое? Понятно. О! Ну вот и собаки мы пожаловали. Хорош. Ну-ка, это мимик, нет? Я буду проверять все время. Прелая смола. Я так понимаю, это еще вид смолы, чем можно оружие обмазать. Вау-вау-вау. Надо не давать этим ребятам расходиться вообще. Сошел. Бабуля, согри солоку издалеко и убивай кого на умрешь, иначе все заново из лифта. Ой, бабуля. Я еще никого не видел. Никаких бабуль. Она, наверное, наверху. Я посмотрим. Осторожно наверху, и тогда может помочь прорваться. Ну тут, конечно, сообщение полная тасс иногда. Угу. 2 бабки. Может, бомбами их зашвырять? Да, наверное, 2 бабок сразу тяжело будет вывести. Ее главное заспамить ударами и все. Ну и подойти, соответственно. Хорошенько так. Сошел с реф. Бегай. Нормально. Все нормально. Бабки отлетели. Так, сначала я внизу посмотрю, что тут есть. Ага.
Я так понимаю, цель вообще туда добраться. Или нет? Нет, походу. Да, но тут очень все странно сделано. Сошел с рев. Наверху там до лута, смотри вниз, там площадку и на соседнем здании. Кольцо Филина. Что за кольцо? Снижение веса усилит физическую атаку. Так. Это уже хорошо. На что мы можем кольцо Филина поменять? Жадного змея точно я пока снимать не буду. Кольцо жизни. Увеличивает максимальное здоровье. Поглощение урона при низком уровне здоровья. Кольцо кровавого укуса. Но кровотечение, в принципе, я снимать пока не буду. А вот это, пожалуй, можно снять. Потому что послабление веса как раз мне в тему. 58. Давай-ка мы вот это. Блин, а все равно перевес получается. Да, перевес. Хоть на наручи-то хватит одеть. Да, блядь, пиздец, просто перевес все время. Херовое кольцо, короче. Сошел с рев. Кольцо Флину действует, когда нагрузка у тебя меньше 20. Короче, когда бегаешь галинки, иначе оно бесполезно. Понятно. Херовое кольцо, ни о чем вообще. Что там у меня стояло? Соседний, говоришь, здание, там площадка. Вот эта площадка. Это единственные два места, где тут можно стегануть. Сошел с рев. Смотри на соседнем здании Алья. На каком из них? Вот это вот здание? Или вот это вот соседнее? Ну тут как бы коридор, я не знаю. Сошел с рев. Ты как ребенок. Ты определись, откуда мне прыгать. Сошел с рев. Где ест с граду, там смотри. Сошел с рев. Я просто устал писать. Не пиши тогда. Короче, я вот отсюда прыгаю. Если не получается, в рот ебать эти кольца. Сошел с рев. Да тут. Хоть возвращение. Дальше. Все, я по кругу прошу. Ну, кирдык вообще. Пизду, я туда не пойду больше. Как-нибудь другой раз. Хуйней ты заниматься я не буду.
Есть другие локации. Ну прикольные мобы. Правда, вот это что такое? Что, не стоит им давать атаковать. Они веселые, походу. Но двигать надо по-любому туда, такой в обход. Ну давай сначала наверху посмотрим, что тут можно сделать. Ты живой? Мужчина. Здравствуйте. Ай. Угу. Короче, лучше не давать им прыгать. Китанида. По-моему, это предпоследний или последний. Сейчас глянем. 5, еще один. Можно будет этот меч заточить. Ну а так еще ящерки будут попадаться. Можно будет их половить и потом попробовать ледяной что-нибудь сделать. Не получится, так херси. В игре полно оружия, которое может помочь вниз. Бля, лютый какой. Давай, давай. Тихо, 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 дай-ка играть. Бля, они просто со всех сторон. Да, что-то как дохуя-то. Четыре их? Или даже 5? Странные какие-то мобы, я еще к ним не привык. Так, ну минус 2, это хорошо. Вот того надо замочить. А, ну нормально. Я думал, он кастует. Кстати, большая коса демона ворона. Сейчас посмотрим, что это такое. Может, что-то интересное. Это, короче, лак у них местный. Уголь. Да, тут, я так понял, все время будем биться с демонами-воронами. Что за коса? Ну, она вообще отстойная. Она тяжелая. А нет, кстати, она легкая, но у нее физический урон херовый. Ладно, будем иметь в виду. Ну и вроде все, да, я тут? Да. Все, что в принципе хотел, я смотрел. Все туда.
По идее, впереди там где-то босс. Правда, наверное, до него топить еще все локации надо. Костер. Алексей Романенков. С 2 рук больше урон. Все равно, видишь, допустим, даже если взять... mr.тостер. Анекдот номер 3339. Как поймать тигра в клетку? Не как тигры бывают, только в полоску. Отстойный тостер анекдот. Иди в шоу. Ну, все равно хоть что-то. Так, вот смотри, короче говоря, физический 189. Это, ну, плюс я еще возьму его в 2 руки, но это будет как полтора, короче говоря. В 1,5 раза урон возрастает. Но если взять эту косу, допустим, тут всего 197. Она вырастет, допустим, ну, будет сколько там, ну, 180. То есть в 2 руках эта коса будет лупить, как вот этот прокачанный меч. Но видишь, это и меч-то, коса-то слабая, потому что она с обычных мобов выпадает. Давай просто посмотрим тупо мувсет. Как он двигается. Ну, выглядит боже. При полном. 1, 2, 3. Да. Она еще стамину сильно сносит. Не будем брать. Да-да-да-да. Пока вот только так. Если ящериц получится наловить, тогда, может быть, мы еще ледяной заточим. Выглядит знакомым. Пока не очень. Я не знаю, каких рыцарь. Давай сохранимся. Алексей Романенков. Я про меч. Ну, тогда, видишь, со щитом не побегай. Привычнее как-то вот именно щитом закрываться. Приветствую тебя. Это баба? Это Гораций, мой друг, спутник. Ты тоже ищешь повелителей пепла? Но мы на середине пути жертв. Под нами лес мучений. За затопленными лесами находится цитадель Фарона, а в ней легион нежити. Еще дальше храм глубин. Мы ищем храм, в котором живет мрачный Олдрик. Возможно, наши пути сейчас разойдутся, но и ты, и я ищем повелителей. В следующий раз, когда наши пути пересекутся, вероятно, мы сможем друг другу помочь. Да светит пламя твой путь. А да, Гораций, он не очень разговорчив. Но не осуждай его, это самоотверженный добрый рыцарь, чудесный соратник в нелегком путешествии. Без его помощи я бы уже давно прокляла это мучительное дело. Мы на середине пути жертв, под нами лес мучений. Ну, спасибо за карту. Мск ТПС ХКТ. Вы. Фы. Я даже прочитать ник не могу. МСИК. МСК-то идти. Синие стражи. Это, короче говоря, я так понимаю, комендант какой-то у них. Какую-то табличку они мне дали. Ладно, погнали дальше. 7 фляжек есть. По-моему, в каком-то вот в этом лесу фармится сет какого-то чувака. Какого-то рыцаря, что ли. Здрасте. Неплохо. Короче, если тут дальше бежать, вот там в здании вроде должен быть босс, если я не ошибаюсь. Сложное в том, что тут много мобов. Как он меня палкой задевает? Я же вроде
нему спиной стоял. Видимо, он ей машет, и, короче, получается плохо. Ну, почти добил. Стоять. Осколок титанита. В принципе, можно будет палаш. Ну, ладно, давай сейчас хотя бы сдохнем, если что. С костра метнуться, и тогда уже это... Тогда уже качнуть меч. О, новые мобы. Ну, в первой части я грибы мочил, в принципе, а тут почти грибы. Вот этот прикольный. Давай ему сначала мы грибов замочим, да, а потом будем этого агрить мужика. Почти, ну дай встать-то, блядь. Сейчас мы мечик заточим, а когда дадим ему по жопе. Двумя руками. Он хоть и бешеный, но снести его как легко делать. Там, тарам, тарам, та-там, та-там, там. Ну, кстати, бабенцы. С ней же я вроде, да, разговаривал? У каждого есть долг, это их личное дело каждого. Боюсь, мы мало что можем извлечь из этого знакомства. Пусть Луна благословит тебя на твоем пути. Окей, пускай. Давай, 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 быстрее, укрепить оружие. Душа нужна. Точно же, закалка не прокатит. Я уже забыл. Так, фламер, да. Угу. Самоцвет нужен. Ну давай, душ, короче, возьмем. Он, по-моему, за 1000 где-то качает. Перейти к ящику. Такую 5 сожрать сразу. Оп. Я думаю, этого хватит. Кстати, у меня уже были души. Использовать. Не дает выбрать, короче. Сколько я бы хотел использовать в данный момент. Или использовать выбранных. О. Давай все 4. Надеюсь, хватит. Если нет, то еще 2 душонки можно будет запитонить. Такая встреча, ла-ла-ла. Укрепить. Угу. Это стоит 800, да? Ништяк. Все, пошли назад. Конечно, бы в идеале вот этот лес весь зачистить, посмотреть, может быть, там что-то полезное будет валяться. Настроенная крепость. Давай так. Всю стамину одним ударом он сшибает, если ты прям на него нарываешься.
О, несется он по прямой. Поэтому ничего сложного в них нету. Просто единственное, что когда их много, и они тебя лупят под разными углами, будет сложновато. Ладно. Угу, а это добивает. Ну, суки. Ну, что ты в цель-то его не взял? Домашний. Так, тут псина и чувак. Ну, я не знаю, нужно ли их убивать был. Хай будут. Чем больше тут трупов, тем лучше. Так, получается, я потом что? Я просто шел по прямой, где-то по стене вот так. Угу, грибы. Грибы. До свидания, грибы. Тут ничего. Дальше душа и мужик. Так, а по-тихому подкрадемся. Забираем душ, отмечаем мужика. Давай вот так вот мы его. Так, уебем. Готово. Вот и весь чувак. В смысле, я ударил, у них по одному хп, блин, осталось, и они меня траванули. Ну, как и в первой части, отравление тут, короче, жопа. Она надолго, во-первых. Во-вторых, сносит у тебя прилично. Ладно, давай зачистим, сколько успею. А вот это было неожиданно. Угу. Это мы обходим с другой стороны, и там, по-моему, это типа босса какого-то. Я помню, с ним этот полезный бес рубился. Или наоборот убегал от него. Это такое. Так, ну давай сначала полез. А крабы? Йо, твоя мать, это крабы. Слушай, а он жирный. Я во что-то уперся там. А, ну отпускай меня, сука. Там завалили, да? Да. Ёбаный краб. Пять 600 я потерял, кстати. Придется вернуться. Тогда можно, в принципе, что, по стенке не оббегая, сразу же валить на этого краба. Собирать-то мне уже больше нечего. Некоторых мобов можно пропустить. Да, блять. Тороплюсь влить максимально урона. Это ошибка. Тут их трое было. О, подождем, наверное, да? Вот этого давай-ка вот так. Оп, оп.
Блядь, ну тут замес, короче. Я уже просто в замес попал. Алексей Романенко. В здании костер. В здании костер, да? Давай, короче говоря, сейчас души я достану свои. Мы посмотрим насчет крабов. Вот мелкий краб. 2 удара. Сразу же большой на тебя агрится. Угу. Так, давай душу забираем. Ну его нахер. Не успел. Мобов много. Да давай, ну ты беги ты от него. Я просто половину не вижу себя. Блять. Жесть какая. Отвалишь от меня, нет? Его не обойти никак. Несется как на тебя, как ёбнутый просто. Ну ничего, так прикольно. Хотя бы я точно знаю, где я уже подох. Надо теперь научиться от этих чуваков. Короче, со всеми мобами. Новая локация, надо научиться со всеми мобами нормально рубиться, чтобы без проблем их разваливать. Так, я на этого не попаду просто. Ну-ка, давай попробуем. Нормально. А вот собаку я не ожидал. Да, блять. Забери ту псину в захват. Пиздец. А вот сейчас обидно было 5 душ потерять. Просто из-за собаки сраной. Сколько раз я там пробегал, она постоянно копает там где-то в углу. Она там в углу стоит, она никуда не двигается. Ну, в этот раз почему-то она, блядь, решила сагриться. Вот что за хуйня? Сейчас максимально побольше на этой локации побега. Пиздец. Ты лупишь одного, на тебя второй летит. Тебе просто не дают ничего сделать. 8 соток. Вот всегда эта собака, я вот, блядь, с этой, вот отсюда я упал. Она меня не замечает. Сучья медитака. Так, давай мы сначала по стенке завалим этого ублюдка, чтобы он на меня не нападал. Мухоморы до свидос. Вот этот клоун. Так, опа. Все? Блять, они еще не померли. Одного удара им недостаточно. Так, вот тут он у нас сидит, да, тут? Да. Давай вот так.
У него мувсет ударов, наверное, 6 подряд. Кстати, за них неплохо накидывают. Ну, потихонечку вот так пробежаться по локации. Можно даже пофармить. Впереди сильный враг, но может помочь молния. Это вот это, да, черный рыцарь? Но они так-то в самом начале первой части были крутыми мобами. Ну а за ним, наверное, костер. Блин. А там краб вообще. Которого мне не захерачить нормально. Давай попробуем еще. Бля, там и второй краб. Нихера. Ну-ка давай вот так. Две руки. Попробуем, уворачиваясь, его лупить. Сложный мод для меня. Так, жесть. Ну, вали, вали, вали. О. Ну. Да, вообще психует. Неужели? Кольцо великой топи. Ну, там еще мелкие подбираются. Пошли вы в жопу. Ну и что это за кольцо тогда? Усиливает пиромантию. Да у меня вообще, в принципе, этой пиромантии нету. Ее еще типа изучить надо. Ладно, полетели дальше. Причем, если ты сдохнешь, этот краб заново появится. Алексей Романенко. Кастер, где решетка и ящерица? Зеленый цвет. А где у нас решетка? Он где-то в лесу, этот костер? Я просто не вижу ни хрена пока. Или надо... О, кстати, от отравления. Пурпурный мох. Бля, ну тут вообще вода. Надо туда, к черному рыцарю, по-моему, спускаться, да, чтобы до костра дойти. Значит, конечно, все возможные зоны осмотрю. Угу. Мобов до хрена. И они все не знакомы вообще. Шлем падшего рыцаря. Ну и что это за... Она весит меньше, окей, но... Просто дефолтная броня, физически 13,8, тут 12,7. Понятно. Херню дали. Как обычно. Бля, и куча всего валяется. Хочется соврать. Да не забраться. Надо сверху, да, походу? Нет. Надо вот отсюда попадать. Как-то.
Даже вот оттуда. Бля, ну тут бегать, еще и бегать, короче. Большая душа путешественник. Бля, не знаю, рыцаря идти валить. Или краба. Понятно, рыцаря. Тут еще и два. Отлично. Давай кто-нибудь один, а? Сука, ну давайте кто-нибудь один. Это я на какой-то борзый удар попал? МР.тост. Нормальные такие крабы тут войдут в пиво самуто. Ну да, к пивасу подойдут. Блять. Ну эти чуваки меня просто взяли и пропердолили. Два клоуна, блин. Жестко отъебали вообще. Без шанса на ошибку. Знать бы, где костер, было бы прикольно. Сейчас, причем, по-любому придется к этим чувакам двум идти. Как он меня задел, блядь? Когда умирал, что ли, я не понимаю. Тут иногда вообще просто фантастические вещи, блядь, случаются. Ага. Что? Это грибы. Да, я причем даже, по-моему, еще половину не обошел локацию. Ебать, тут грибов. Во-во-во-во-во, понеслось. Отравление. Хуение. Ну, есть чем ударить-то еще. Пиздец, они просто со всех сторон. У тебя стамины не хватает отбиться, они лупят и лупят просто. Ебаные вы грибы, на отправление. Да, поздравляю. Давай мха пизданем. Может, поможет. Да, поможет. А, ты еще живой. Ну, извиняйте, больше мха нет. Гнилая смола, осколок титании. Это собираем тут что-нибудь. Щит с двумя драконами. И чё, и чё? «106 физуха, но веса больше». Причем на некоторых щитах, короче говоря, вот меч обозначен. Я не знаю, что это значит. Надо будет почитать. Но он типа лучше вроде как. В принципе, кувыркаться мне тут особо некуда. Давай попробуем прям с ним побегать. Я, конечно, по весу просел. Но глядишь, может быть, отбиться от этих мужиков двоих, да получится. Просто, блядь, мобы со всех сторон. Я на одном хп наточил эту псину. Артем Гордеев. Привет. Здорово, Тёмыч. Как ваше ничего? О, тут этот проснулся. Готово. Бля, хуй знает. Краба идти мочить или ну их в жопу со своим крабом. Пошли, короче, к двум чувакам.
Хотя, по-моему, я там душу и оставил. Да, у меня 3 хп, короче. И дохуя амбиций. Точнее, 3 фляги. Ау. Сейчас как дадут пизды мне. Ну, нормально, он теперь из 3 подач складывается. Артем Главное, Гордеев. попасть хорошо. Норм. Грязь под солнцем Подмосковья. О, наконец-то. Я этот... А ты уже уехал, что ли, на каникулы? Или у тебя отпуск начался? Наконец-то я нашел страны этот какого. Бля, так они сейчас все повстают. Погоди. Послать солнце. А вот и краб. Второй. А мужики вон там. Угу. Я не помню, я подох. А, да, я подох, по-моему. И души у меня там остались. Артем Гордеев. А че за монстр с деревяшкой? Да хер его знает, тут что только нету. Вон, видишь, тут мега крабы бегают. Есть мини-крабы. Это, наверное, этот такой. Монстр Иисус. Назван. И да так немножко тронутый был на этой всей хуйне. Бля, ко мне краб несется. Да все, надо валить, надо валить. А там еще краб пизды как не дает. Кстати, если он здесь застрянет, можно ли ему дать по ебальнику прямо вот в этих вот в этом проеме? Впереди дремлют воины. Это вот тут они спят. Надо лучше поменьше входить в знакомые помещения. Так, крабы, блядь. Они атакуют. Тут не пройти. Придется, вот, бля. Я, конечно, попробую дать ему пизды. Но он лютый. Да, ну он ебашит прям за деревом меня. О, слушай. Подожди-ка. Давай, 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 поближе. Он как бы через текстуры дерева пробить не может, но когда он плесны свои поближе пододвигает, я могу его по лапам мочить. Ну это пиздец как опасно. Я разошелся. Ебучий. Мистер Краб сейчас мне пизды как надает. Не, пизду. Во, душа моя. Плюс еще 4000. Бля, ну я не знаю, 2 чуваков этих агрить, они мне сейчас как тоже по ебальнику херачат. Тут все дают тебе пизды. Неважно. Короче говоря, где ты находишься, как только ты давно играешь, тебе каждый хочет нахуярить. О. Как у меня бэкстеп сработал? Впереди него стоял. Тихо. Бля, бусурман какой. Сука, он хилится. Пошел нахуй. Со своими хилами. Так, -1. Ебать, у меня пол здоровья. Получай. Пизда мне. Два удара у тебя относится пол здоровья. Это ПВП? Нет, это не ПВП, это обычный уровень, ну типа так задумано разрабами, чтобы ты страдал, блядь, просто на каждом квадратном метре. Так, где эти мужики? Вот. Так, раз крабс, 2 крабс. Мужики вон там.
Короче, падаем отсюда и ебашим до чела. Блять. Ладно, меня почти наебашили. Но мне охуительно повезло, кстати. Мистер Краус был великодушен. Он дал мне только немножко пизды. Кстати, а мужики не регенятся заново. В смысле, их больше не появляется. О. Ну-ка давай, долбани ко мне еще разок в щит. Ага. Через щит тоже пробивает. Ай-яй-яй. Уёбок, блядь. Ну хотя бы я до этого клоуна знаю короткий путь, спасибо. Восемь косарей душ мне, кстати, хватит, блин. Ну еще пару тысяч мне хватит, типа, поднять 2 левела. Крабс, до свидания. Зато бежать за душами недалеко. Это здорово. Мужик. Угу. Он еще и крутится. Он и крутится, он и вертится. Бля. Напинать-то нахуя меня в щит было. Гандон. Серьезно? На одном хп меня, сука, оставил. Пизда. Да, блять, давай быстрее. Охуеть, он лупит просто. Он ёбнутый какой-то. Странно, мне с тем повезло, то что я его прям, короче, через этот, смотря на него, ему как-то бэкстепом засчитали. Поэтому у меня получилось его завалить. А тут же этот херачит и херачит. Так, давай, короче, щит поменяем. У меня хоть маневренности добавится. Так, где крабы? Люди-крабы. Алексей Романенков. В. Тихо, краб за мной? Не, все, он отъебался. Давай этого мужика. Кстати, со второго-то тоже что-то выпало, но я это не взял, по-моему. Надо учиться с ним лупить. Достаю. У меня меч гораздо длиннее, чем у него, так. Типа а-ля преимущество. Угу. Хитрый сука. А он шутер, пиздец. Сейчас заебенит. Ну, один удар, в принципе, он дает делать. Окошко примерно я увидел где. Главное, близко к нему не подходить. А вот так вот может быть. Я чуть-чуть не дотянулся. Предпосылки на то все были. Вместе бросились. Давай, давай, давай. Угу. Алексей Романенков. Беги внутрь, там лестница, орги его вниз упадет. Блин, а уже поздно, я с ним мочиться начал. Да слушай, это будет интересно. Главное, что они не появляются заново. Вот это вот прям вообще отлично.
Я вообще просто на мужика захерачу. Ага, загнал в угол, короче. Ну и все, и он подох. Вредный урод, конечно. Двуручный мечик знанника. За него 2000 дали. Неплохой мужик. Двуручный меч изгнанника. 148. Типа прокачанный вот этот вот, что у меня там? Фламберг. Прокачанный фламберг на плюс 3. Либо вот эта штука. Но у него типа физические баги, огонь, молния, тьма, устойчивость. Ладно, просто посмотрим, короче говоря, как он из себя. Забавная штучка. Деревья косить. Пойдет. В копилку, как говорится. Там посмотрим. Просто если что, можно фармить и раскачиваться. Ну, он сюда, наверное, да, должен упасть. Можно фармить, типа, и раскачиваться под нужную тебе пушку там и так далее. Нравится тебе там вот эта пуха прям по мувсету и так далее. Типа, там проще тебе, допустим, с ней рубиться. Бери, качайся под нее, чтобы прямо уверенно ее держать в руках. Так, вот там у нас черный рыцарь, да, ходит. Поэтому давай мы с обратки его зайдем. Приблизительно я понимаю, как эта локация устроена. Вроде как. Что-то такое прям в ухе там у меня шебуршит. Рабы. Это вы? Осторожно, лжец. Костер. Ты вот про это, да, я так понимаю, говорил. Отдохнуть у костра, да. В принципе, я никого тут лишнего не убивал. Мужики эти явно не появятся. Правда, вот десяточку потерять сейчас будет обидно. Эх, помешательство. Цитадель Фарона. Это новая локация. Тут, конечно, все классно, но после вот этой, в конце вот этой локации, по идее, если я не ошибаюсь, должен быть босс. Я еще тут тогда не осмотрел. Мне нужен черный рыцарь. Я вот прям хочу ему надавать по щам. Они были забавные, как бы в прошлой, ну, в первой части. И плюс я с него хорошую алебарду выбил. Но я думаю, что сейчас вряд ли такое произойдет, как бы я что-то полезное прям выбью с них. Но по старой памяти, почему бы не надавать рыцарю в ебло? Он где-то у нас вот тут. Люди-крабы. Давай попробуем слинять от них. Кстати, мелкие вообще не безобидные. О, он застрял. А ну-ка, постой. Я сейчас на тебя фотоохоту производить буду. Хе-хе-хе. Неплохо. Так, а теперь надо текать. Он обошел. Книга Великой Топи, капюшон знахаря, там мантия. Ладно. Стопудово беспонтовая броня. Давай к этому мужчине подойдем. Алексей Романенков. На болоте травяной щит лежит. Где именно? Скажешь? Он типа клевый. Хотелось бы его получить. Надо учитывать, короче, этот
чтоб грибы меня не съели. С 3 ударов он укладывается. Нормально. Давай, короче, тогда попробуем крабов не убивать. Травяной щит я примерно представляю, где он может валяться. Травяной щит, вот, пожалуйста. Бля, как слышу, как он меня догоняет, краб. Так, давай щиток-то мы поменяем. 5. Вот он. Травяной? Да. Во. Уже лучше. Пошли, короче, ну их нахер. Все равно они заново появляются. Так, вот тут, по-моему, есть какой-то подъем. Проход есть. Алексей Романенков. Собирай блестяхи и найдешь. Все, я уже собрал его. Спасибо. Впереди опасный враг может помочь чистая удача. Да, вот эти клевые ребята. Но они очень, скажем так, чувствительны к бэкстебам. Тихо, 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 тихо. Я не знаю. Возможно, если у него сфармить большой меч. Забрать предмет. Щит черного рыцаря и уголь. Но у меня, слушай, да, он, кстати, прикольный. Но, блин, по весу что-то как-то, я не знаю. Либо мне качать, чтобы вес больше таскать. Потому что я что-то постоянно сейчас в последнее время по весу проседаю. Он прикольней, короче, вот этот щит, чем травяной. Только весит просто больше. Вон, видишь, какая разница между ними. Ну-ка, что у меня тут нарушается? Да. Вот отсюда и геморрой. Ладно, пока с травяным, короче, но бабки, которые я накопил, надо будет воткнуть как раз на увеличение массы скимитары наемника. Первые, кстати, двойные пухи в игре. Как я мне... А, вот так вот, да? Они, короче, становятся в обе руки. Ну, попробуем, попробуем. Вниз, смотри внимательно. Я не знаю, что это имелось в виду. Уголь фарона. Может помочь тишина. Либо тут, короче, скрытая дверь где-то. Бля, я сейчас, короче, как Леонардо. С двумя мечами. А щит у меня как панцирь. Вот я вижу то, что через текстуры там что-то пробивается. Вот какой-то просветик был небольшой. Но я что-то в душе не ебу что-то. Ладно. Здесь, в принципе, я все осмотрел. Давай наверх. Надо какого-нибудь моба, короче, чтобы посмотреть, как можно с двумя пухами ходить. Может помочь атаковать в прыжке. Шлем наемника, доспех, ну и так далее.
То есть, я так понимаю, это типа полный сет, короче говоря, наемника тебе дают и тут именно на этом пятаке. Ну да, тогда слушай, блин, к концу игры тут просто будет этого оружия, хоть жопой жжет. А как сюда-то попасть? С этой стороны не открыть. Это надо как-то обходить. Странно. Но явно тут не прыгнуть. Это как-то надо по-другому попадать сюда. Разберемся. Я давно, да, сохранялся? Блядь. Да ну пизду на него сейчас, короче, просто все хилы сейчас уйдут и все на. Пошел он в очко, блядь, этот краб. Сука, он еще догоняет. Нахуй таких ёбнутых мобов ставить, которые еще и респаунятся постоянно. Ну это дичь именно вот этой вот части, скажем так, Dark Souls. Потому что, ну, это просто бред какой-то. У тебя мобы, блин, килограммовые, на тебя несутся, и они постоянно появляются, ты просто трахаешься на том, что ты просто, ну, ты либо должен с ними все время их убивать, как бы. То есть ты должен их там, допустим, с 2 ударов мочить, окей. Но у тебя это не получается в данный момент. Тогда ты их просто что? Ты их должен оббегать. Если ты их избегаешь, как бы пробегаешь мимо, тогда нахрен их вообще ставить? Просто чтобы бегать подольше было. Я не понимаю. Надо, чтобы эти мечи были очень сильные. Короче, я последний вот этот пятак отсматриваю. И хорош. Вот этим вот мечом. Мне достаточно трижды его ударить. Теми мечами, я не знаю, сколько раз ему по нему надо попасть, чтобы нормально ему так прилетело. А, короче, я сейчас сюда сбегаю. Тут еще, кстати, несколько мест неизученных, куда стоило бы сбегать и посмотреть, что там вообще есть. Осторожно, право, ну понятно. Так, давай сначала душу спасаем. Вот. Бам. 2. 3. Вот и все. 2 меча это, конечно, ну понятно. Капюшон, чародей. 2 меча, конечно, это круто, но... Кольцо мудреца. Что дает? Кольцо мудреца. Мудреца кольцо.
Использование заклинания. Ну, спасибо, я магией вообще не пользуюсь. В принципе, и все. Тут больше все. Тут на этом наши как бы полномочия все. Наверх бы как забраться? Зеленый цвет. А, вот так вот можно забраться. Точно. Кто такой? Понятно. Обычный моб. О. Я что-то этого кулла вообще такого не видал. Тамак местный. О, ящик. Дикость. Стой. Бам. Бам. Кристаллический самоцвет. Когда с них мети как его выпадать-то будут? Мерцающий титанит мне нужен. Впереди чародей. Так а он, по-моему, упал уже. Бля, ну тут по замку, поэтому... Да дайте пройти. По этому замку еще, короче, бегать и бегать. Походу. Так, у нас 2 хода. Один вот сюда. И мы добираемся вот до того самого дерева. Мужиком. Щит соком. Может даже лучше травяного? Нет, не лучше. Зря шел. Ладно, будем закругляться, короче, на сегодня. Я не знаю, я, наверное, сейчас вне стрима просто вот эту вот башню исследую, посмотрю, что там есть. Вернусь к костру и потом типа вот это вот подземелье или что там, пустошь Перона, по-моему. Так эта штука называется. Потом туда сбегать. Там уже типа новая локация, туда вообще типа лучше лезть на следующем стриме, потому что это все по-любому надолго. Там и мобы другие и все остальное. Но в принципе вот эта вот часть локации уже зачищена. Кроме крабов, в принципе, все тут нормально укладываются, ничего страшного в этом нет. А с крабами что-то я как-то вообще не подружился. Они что-то жесткие для меня. Хотя, может быть, получше оружие. Тогда, может быть, они будут нормально выноситься. Просто по ним надо много ударов попадать. Тогда они только... До них доходит то, что надо подохнуть. Ладно, ребят. Спасибо всем за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.